Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о вещах, которые в вашем доме несут беды и несчастья. От этих предметов и вещей исходит негативная энергетика. Что это за вещи, как от них избавляться, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этой ценной информацией с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, финансового благополучия. Пусть они также знают эту ценную информацию. Поэтому внимательно пересмотрите свои вещи в своем доме или квартире и избавьтесь от ниже сказанных нами предметов. Если у вас одежда или обувь уже давно висят в вашем шкафу и вам действительно порядком надоели, то лучше от них избавляйтесь, даже если эти вещи целые и, возможно, вы еще не раз их не надевали. И, наверное, в вашей квартире или в доме есть вещи, которые вам действительно не нужны. Это одежда, это обувь, это сумки, которые скапливаются в вашем шкафу за годы жизни. Конечно, кто-то с такими вещами расстается легко, а кто-то серьезно раздумывает, от чего избавиться, от чего нет. Но помните о том, что одежда, которая имеет тесный тактильный контакт с вами, она впитывает в себя весь прожитый опыт. И вот чтобы оборвать эту крепкую связь с вещами, необходимо провести обязательно следующую практику. Вам нужно с теми вещами, от которых вы будете отказываться, нужно попрощаться. И обязательно поблагодарите их за службу. Постирайте одежду в стиральной машинке с добавлением соли. Так вы избавите вещи от своего биополя. Чистую и сухую одежду не смешивайте с вашей повседневной. Лучше отдельно убрать в пакеты. После этого смело отдавайте ненужную одежду родственникам, чужим людям, которые действительно в ней нуждаются, и они будут рады этим вещам. Также избавляйтесь от посуды, на которой есть трещины. Даже если это тарелка или чашка от сервиза, избавиться от такой битой посуды надо обязательно. Помните о том, что наши предки утверждали, что через трещинку в любой битой посуде от вашей семьи утекают деньги, утекает здоровье и счастье. И хотим вам сделать акцент, что утекает именно положительная энергетика через вот эту посуду, и уходит благополучие из вашей семьи. Поэтому рекомендуем все же избавляться всегда от треснувшей посудины и даже от отлетевшего осколка. И выносить такой мусор мы советуем днем, завернув в плотный непрозрачный пакет или тряпку. Ну, а если посуда с трещиной, это, например, подарок от вашей любимой бабушки или, возможно, единственная память об ушедшем из жизни человека, то нет ничего плохого в том, чтобы оставить ее в доме. Но есть определенное правило. Использовать эту посуду нельзя. Она должна быть почетно стоять у вас, например, на полке, радовать вас, но желательно ее подальше от всей посуды отправить. То есть, возможно, у вас есть шкафы, и туда отправьте. И время от времени заглядывайте и любуйтесь, и вспоминайте хорошие, добрые моменты. Далее, от чего в вашем доме обязательно нужно избавиться, это вещи с поломкой. Это тот же текущий кран, сломанные ручки и прочее, которые вытягивают из вашего дома энергию. И их надо обязательно починить, не можете починить, выбрасывайте. И вы знаете, у каждой поломки в вашем доме есть свое значение. Если у вас поломался кран, то это говорит о проблемах с жизненной энергией владельцев такого дома. Вы тратите слишком много сил на решение каких-то задач и не успеваете восстанавливать свои энергетические запасы. Протекающий кран может свидетельствовать о том, что владельцы такого дома или квартиры бесцельно сливают свою энергию и свои деньги.
Если в вашем доме сломалась плита, то следует обратить внимание на представительниц прекрасного пола, которые живут в этом доме. Возможно, они слишком устают и им требуется действительно помощь или поддержка. Если в вашем доме постоянно перегорают лампочки, то знайте, что это символ гнева, злости и обиды. Проживающим в доме необходимо обязательно снизить внутренний накал, чтобы снизить количество таких поломок. Если в вашей квартире или в доме внезапно выходит из строя замок, то это сигнал о пробитой бреши в благополучии хозяина дома. Не исключено, что рядом есть недоброжелатели, которые стараются вам навредить. Сломанные вещи следует максимально быстро починить или избавиться от них, чтобы все в вашей жизни наладилось, потому что именно такие вещи достаточно сильно влияют на вас и на вашу жизнь. Никогда не держите в своем доме треснувшие зеркала, потому что осколки разбитого зеркала привлекают несчастье. Собирать мы рекомендуем в перчатках, желательно резиновых, или обмотав на крайний случай руку светлой тканью. Затем стоит закопать стекло в землю под растением или, как вариант, выбросить в водоем, но подальше от того места, где люди любят плавать в водоеме. Самое главное, чтобы в этом месте не ступала нога человека, ну, хотя бы, чтобы никто не травмировался. Пожалуйста, уделите этому должное внимание. Далее, что не должно быть в вашем доме, это фотографии бывших партнеров не должно быть, а также картины с изображением озер и других стоячих водоемов, где вода не бежит. Фотографии, на которых человек запечатлен со своим бывшим возлюбленным, не должны храниться в вашем доме или квартире, потому что фото с бывшими партнерами могут стать причиной одиночества или вовсе порчи. И каждое фото хранит в себе энергетику людей, поэтому может быть даже опасным. Поэтому нужно своевременно избавляться от таких снимков. Фотографии, на которых изображен ваш бывший возлюбленный или возлюбленная, могут вести вас к длительному одиночеству. Некоторые люди не могут попрощаться с прошлыми отношениями, поэтому регулярно возвращаются к этим снимкам. И в результате они не могут двигаться дальше, влюбляться, знакомиться с новыми людьми, которые действительно могут для них стать потенциальными партнерами, может даже намного лучшими быть партнерами, в которых действительно будет в отношениях и гармония, и любовь. И энергетика изображение вот таких вот блокирует даже положительные эмоции, заставляет человека раз за разом вспоминать боль утраты и расставания. При этом человек постоянно себя накручивает, программирует в свой собственный организм исключительно на неудачи. Поэтому пересмотрите фотографии и уберите их из своей жизни. Что же касается картин, то следующие изображения не для дома. Это руины, это битая посуда, осколки. Мы имеем в виду картины вот с изображениями. Далее, ни в коем случае у вас не должно быть картин со сломанными, спиленными деревьями, высохшие какие-то увядшие цветы. Далее, ни в коем случае у вас не должно быть картин, где каким-либо образом проявляется нищета и безденежье, горе, слезы. Далее, стоячая вода. Ни в коем случае не должно быть запечатлено на таких картинах. Далее, картины, которые не должны быть у вас в доме с человеческими пороками, а также символы и надписи, которые достоверное значение вам неизвестно. Особенно часто в последнее время очень модно иметь картины в доме, где и написаны всевозможные иероглифы. И, к сожалению, людям это нравятся картины, но они не знают достоверное их значение. Не спешите покупать такие картины и вешать у себя в доме, потому что вы не знаете, к чему они приведут. Далее, увядшие цветы и солонки, из которых высыпается соль. Это также в списке вещей, которые вытягивают положительную энергию из вашего дома и несут беды и несчастья. Что касательно соли,
то соль, напоминаем всем, этот продукт домой следует покупать только самостоятельно. Соль в квартиру должна приносить хозяйка, поэтому не надо просить, например, бывают такие случаи, да, что человек звонит и говорит: ой, купи мне, пожалуйста, соль, потому что ты идешь по дороге ко мне. Ни в коем случае это не делать, только хозяйка, на крайний случай хозяин этого дома или квартиры должен покупать соль. Кроме этого, нежелательно покупать соль в понедельник и субботу. При этом нежелательно и пользоваться солонкой, которую вам подарили. Будет лучше, если вы такую вещь приобретете все-таки сами. Нельзя использовать солонку, которую принес вам человек и в котором вы не уверены. Если ее подарил вам близкий друг, то, конечно же, опасаться не стоит. А вот если бы это был просто какой-то знакомый или знакомая, которые принесли вам, знаете, как формальный подарок, то от использования солонки лучше, конечно, воздержаться. Если этот знакомый относится к вам не очень хорошо, то соль, которую вы насыпете в такую солонку, впоследствии будет хранить негативную энергию и будет вредить вам. Если вдруг соседка попросила у вас соль, то отдайте ее просто так. А если она потом постарается вернуть вам долг в виде обратно соли, не принимайте его. Помните, соль в вашем доме хранится только в солонке. Однако не любая солонка подойдет. Нельзя хранить соль в открытой баночке. На ней должна быть обязательно крышка, потому что соль, она впитывает в себя негативную энергию, а потому открытая емкость с солью будет притягивать в ваш дом негатив. И недаром многие ведьмы, колдуны используют именно соль, например, для того, чтобы снять порчу. А потому соль надо держать в закрытой солонке, особенно ночью, когда вы спите. И тогда никакая плохая энергетика не будет приходить в ваш дом. И никто и ничто не будет вас тревожить.